Привет, друзья! Сегодня мы отправимся в захватывающее путешествие по самым загадочным и необъяснимым явлениям нашей планеты и даже за ее пределами. Это будет не просто перечисление фактов. Я постараюсь погрузить вас в размышления, рассмотреть каждую тайну с разных сторон, проанализировать, что она может значить для нас, и поделиться малоизвестными деталями, которые заставят вас задуматься. Мы будем говорить о древних городах, возможно, построенных богами, о странных объектах в космосе, о природных аномалиях и артефактах, которые ставят в тупик ученых. Поехали! Древний мегаполис Аннунаков в Африке. Начнем с чего-то грандиозного. В Южной Африке, в районе, известном как Абидос или провинция Мпумаланга, исследователи наткнулись на руины, которые, по их мнению, могут быть остатками города возрастом более 200 тысяч лет. Представьте, сотни тысяч каменных кругов, соединенных каналами и дорогами, раскинувшихся на площади в тысячи квадратных километров. Кто-то скажет, это просто природное образование. Но вот в чем загвоздка? Некоторые из этих структур выложены с такой точностью, что это наводит на мысль о разумном замысле. Эти открытия связывают с анунаками, мифическими существами из шумерских текстов, которых некоторые считают богами или даже пришельцами, создавшими человечество. Идея, конечно, звучит как фантастика, но давайте подумаем. Если это город, то кто его построил? 200 тысяч лет назад. Согласно официальной науке, люди только начинали использовать простейшие каменные орудия. А тут мегаполис. Исследователь Майкл Теллинджер, который активно изучает этот регион, утверждает, что камни в этих кругах издают странные звуковые вибрации, если по ним ударить. Он предполагает, что это могла быть какая-то технология, возможно, для добычи энергии. Но есть и скептики. Геологи говорят, что это эрозия и вулканическая деятельность создали такие формы. Однако, как объяснить, что некоторые круги выложены из долерита, камня, который не встречается в этом районе естественным образом? И почему местные племена зулусов до сих пор рассказывают легенды о богах с неба, которые жили среди этих камней? Это заставляет задуматься. А что, если мы просто не готовы признать, что история человечества сложнее, чем нам кажется? Спутник Black Knight. Теперь поднимем взгляд к звездам. Слышали ли вы о Черном рыцаре? Это загадочный объект, который, по слухам, вращается вокруг Земли уже десятки, а то и тысячи лет. Впервые о нем заговорили в 1954 году, когда американские газеты сообщили, что военные засекли два неизвестных спутника на орбите. Это было странно, потому что первый спутник, советский «Спутник-1», запустили только в 1957 году. С тех пор «Черный рыцарь» оброс легендами. Некоторые утверждают, что это инопланетный зонд, наблюдающий за нами. Другие говорят, что он передает радиосигналы, которые никто не может расшифровать. В 1998 году экипаж шаттла Endeavour даже сфотографировал странный темный объект на орбите, и многие решили, что это он. НАСА, конечно, заявляет, что это просто космический мусор, кусок теплоизоляции, потерянный во время миссии. Но почему тогда этот мусор появляется в разных местах и не падает на Землю? Интересный факт. Еще в 1920-х годах радиолюбители якобы ловили сигналы с задержкой, как будто что-то отражало их обратно с орбиты. Никола Тесла тоже упоминал о странных сигналах из космоса. Может, Черный рыцарь — это древний артефакт, оставленный кем-то, кто был здесь до нас? Или это просто наша склонность видеть тайны там, где их нет? В любом случае, эта история — отличный повод задуматься о том, как мало мы знаем о том, что творится над нашими головами. Человек Галин. Перенесемся в Египет. В 1898 году археологи нашли мумию, которую назвали «Человек Галин», по имени местности, где ее обнаружили. Ей около 5500 лет, и это, возможно, самая старая известная жертва убийства. На теле следы ударов острым предметом, похожим на нож или копье, а кости черепа пробиты чем-то странным, что не похоже на оружие того времени. Что делает эту находку уникальной? Во-первых, мумия сохранилась естественным образом. Песок и сухой климат превратили ее в идеальный экспонат. Во-вторых, анализ показал, что этот человек умер в возрасте около 20 лет, и смерть была насильственной. Но вот загадка. Раны нанесены с такой точностью,
что некоторые ученые предполагают использование инструмента, которого у людей той эпохи быть не могло. Может, это был металлический клинок? Но металл в Египте начали обрабатывать гораздо позже. Есть теории, что человек Галин был жертвой ритуала или конфликта между племенами. Но почему тогда его тело так бережно сохранилось? Может, его специально оставили в пустыне как предупреждение или знак? Эта мумия как окно в эпоху, о которой мы почти ничего не знаем, и она заставляет нас переосмыслить, насколько мирным было то время. Подземная пирамида в Италии. Теперь отправимся в Италию, в город Орвието. Здесь, под землей, этруски, древний народ, предшествовавший римлянам, построили нечто странное – подземную пирамиду. Это не классическая пирамида с гладкими стенами, а ступенчатая структура, вырезанная в туфе, вулканической породе. Ее нашли случайно в 20 веке, когда местные жители копали колодец. Зачем она нужна была этрускам? Никто точно не знает. Одни говорят, что это храм для поклонения подземным богам. Этруски верили в духов земли. Другие считают, что это склад или убежище. Но есть детали, которые сбивают с толку. Лестницы внутри пирамиды ведут в никуда, а стены покрыты вырезанными канавками, которые могли быть частью системы водоснабжения или даже ритуальных каналов для крови. Этруски вообще загадочный народ. Они оставили письменность, которую мы до сих пор не можем полностью расшифровать. Может, эта пирамида была частью их секретных обрядов или экспериментом в архитектуре? Она заставляет задуматься, а что, если у древних было больше знаний, чем мы думаем, но они просто не дошли до нас? Клинок Ган дальше – Китай. В 1965 году археологи нашли меч, которому более 2000 лет. Его назвали клинок Ган в честь реки, где он был обнаружен. Этот меч из бронзы не просто сохранился. Он острый, как будто его сделали вчера, и на нем нет ни следа ржавчины. Как такое возможно? Анализ показал, что меч покрыт тонким слоем хрома, металла, который защищает от коррозии. Но технология хромирования появилась только в 20 веке. Ученые спорят. То ли древние китайцы случайно открыли этот процесс, смешивая сплавы, то ли меч обработали уже позже. Но есть и третья версия. А что, если это артефакт другой цивилизации, попавший к нам из неизвестного источника? Меч нашли в гробнице вместе с останками воина. Может, это был символ власти или оружие с особым значением? Его совершенство поражает. Лезвие настолько тонкое, что режет бумагу, как современный скальпель. Это наводит на мысль. А не потеряли ли мы какие-то древние секреты мастерства? Таинственные следы в Турции. Теперь Турция. В районе Фригии есть странные колеи в камне, похожие на следы от колес. Они глубокие, ровные и тянутся на километры. Казалось бы, ничего необычного, следы телег. Но вот проблема. Им миллионы лет. Это подтвердили геологические исследования. Кто или что оставило эти следы? Некоторые говорят, что это природное явление, потоки лавы или эрозия. Но как объяснить их идеальную симметрию и глубину? Есть гипотеза, что это следы древних машин или даже инопланетных аппаратов. Звучит безумно, но давайте подумаем. Если это не природа и не люди, то что? Местные называют эти колеи дорогами богов. Может, это отголоски легенд о существах, которые спускались с небес? Или просто еще одна загадка, которую мы пока не можем разгадать? Эти следы как напоминание, что Земля хранит тайны, которые старше нас самих. Нацистский железный Будда. Представьте себе статую Будды, вырезанную из метеорита. Звучит как сюжет фантастического фильма, но это реальность. В 1938 году немецкая экспедиция под руководством Эрнста Шефера, организованная нацистами, привезла из Тибета необычную находку – небольшую фигурку, изображающую человека в позе медитации. Ее назвали «Железный человек» или «Железный Будда». Весит она около 10 килограммов, а материал – железо-никелевый сплав, характерный для метеоритов. Анализ показал, что статуя сделана из фрагмента метеорита Чинга, упавшего в Монголии или Сибири около 15 тысяч лет назад. Но вот что интересно, ее возраст оценивается примерно в 1000 лет. То есть кто-то в XI веке, скорее всего в Тибете, взял кусок космического камня и вырезал из него фигуру. На груди статуи выгравирован символ, похожий на свастику. Но это не нацистский знак, а древний буддийский символ солнца и гармонии, который использовался задолго до Гитлера. Почему нацисты так заинтересовались ею? Они искали доказательства своей теории об арийском происхождении
и считали, что Тибет хранит тайны древних цивилизаций. Некоторые даже предположили, что статуя – это изображение бога Вайшраваны, покровителя богатства, или даже инопланетного существа, связанного с метеоритом. Но как древние мастера обработали такой твердый материал без современных инструментов? Это остается загадкой. После войны статуя попала в частную коллекцию, и только в 2012 году ее исследовали ученые. Они подтвердили ее внеземное происхождение, но назначение и история остаются неясными. Может, это просто искусный артефакт, а может, ключ к чему-то большему. Что думаете вы? Черные дыры. 40 квинтиллионов загадок. Теперь давайте заглянем за пределы Земли, в космос. Недавно астрономы подсчитали, что во Вселенной может быть около 40 квинтиллионов черных дыр. Это число с 18 нулями. Они рождаются, когда массивные звезды умирают и коллапсируют под собственной гравитацией, создавая области, где даже свет не может вырваться. Но вот что интересно. Черные дыры — это не просто космические пылесосы. Они влияют на время и пространство вокруг себя. Согласно теории относительности Эйнштейна, возле черной дыры время замедляется. Если бы вы подлетели к ней, разумеется, не слишком близко, то могли бы вернуться на Землю и обнаружить, что здесь прошло сотни лет, а для вас — лишь минуты. Это звучит как научная фантастика, но это физика. А теперь добавим загадок. Некоторые ученые считают, что черные дыры могут быть порталами в другие измерения или даже хранилищами информации о прошлом Вселенной. Стивен Хокинг предположил, что они испускают излучение, его назвали в его честь, и постепенно испаряются. Но куда девается все, что они поглощают? Это так называемый парадокс информации, который до сих пор не решен. 40 квинтиллионов — это только звездные черные дыры. А есть еще сверхмассивные, как та, что в центре нашей галактики, Млечного Пути. Ее масса в миллионы раз больше Солнца. И совсем недавно астрономы нашли блуждающие черные дыры, которые путешествуют по космосу, не привязанные к звездам. Откуда они взялись? Может, это остатки древних галактик или следы катаклизмов, о которых мы ничего не знаем? Черные дыры — это как космические детективы, которые хранят тайны рождения Вселенной. Глаз дракона в Великобритании. Вернемся на Землю, в Великобританию. В шахте в графстве Ланкашир есть геологическое образование, которое местные называют «глаз дракона». Это огромный круглый камень с узором, напоминающим зрачок, окруженный яркими минеральными прожилками. Его нашли шахтеры в XIX веке, и с тех пор он стал легендой. На первый взгляд, это просто причудливый результат природных процессов – кристаллизация минералов под давлением. Но вот что странно. Узор слишком симметричен, почти как глаз живого существа. Некоторые геологи говорят, что это редкий тип агата или кварца, но местные жители верят, что это окаменевший глаз мифического дракона, охраняющего подземные сокровища. Есть и другая версия. Может, это след древней вулканической активности, когда расплавленные минералы застыли в необычной форме, или даже отпечаток какого-то доисторического существа. Ученые пока не нашли точного ответа, но глаз дракона продолжает привлекать любопытных. Это напоминает нам, что природа умеет создавать шедевры, которые мы принимаем за чудеса. Антигравитационные кувшины из Индии. Теперь Индия. В штате Мадхья-Прадеш археологи нашли древние кувшины, которые, кажется, нарушают законы физики. Они датируются примерно 3 веком до нашей эры, и их особенность в том, что они плавают над поверхностью, если их правильно поставить. Это не магия, а скорее всего хитроумный баланс. Но как древние мастера этого добились? Кувшины сделаны из глины, но их центр тяжести распределен так, что они могут стоять под углом или даже слегка приподниматься, если дунуть на них. Некоторые исследователи считают, что это была часть ритуала, возможно, для демонстрации чудес жрецами. Другие видят в этом доказательство утраченных технологий, вроде использования магнитных материалов или особой обработки глины. Интересно, что подобные сосуды находили и в других культурах, например, в Южной Америке. Может, это совпадение, а может, древние цивилизации обменивались знаниями. Эти кувшины как вызов современной науке. Мы можем объяснить их с точки зрения физики, но не можем повторить с той же простотой. 10 казней египетских. Давайте обратимся к Библии, но с научной точки зрения. История о 10 казнях, поразивших Египет, знакома многим. Вода в Ниле стала кровью, нашествие саранчи, тьма, смерть первенцев. Но что, если это не просто чудеса,
а реальные события, объяснимые природными явлениями. Возьмем первую казнь – Кровавый Нил. Ученые предполагают, что это могло быть связано с Красным приливом, массовым размножением токсичных водорослей, которые окрашивают воду в багровый цвет и убивают рыбу. Вторая казнь – жабы могла быть следствием. Из-за отравленной воды лягушки массово покидали реку. А саранча? Возможно, необычно теплая погода вызвала вспышку их популяции. Тьма, длившаяся 3 дня, могла быть результатом извержения вулкана, например, на острове Санторини в 1600 году до нашей эры. Пепел закрыл небо, а падающие частицы стали огненным градом. Смерть первенцев сложнее объяснить, но есть гипотеза. После всех бедствий первыми умирали старшие дети, которые ели зараженное зерно, полное токсинов от саранчи или плесени. Эти теории не умаляют религиозного значения истории, а показывают, как природа может становиться инструментом судьбы. Но остается вопрос: а что, если это было не совпадение, а цепочка событий, вызванная чем-то большим? Может, древние египтяне столкнулись с катаклизмом, который мы еще не до конца понимаем? Белая фреска шамана в Техасе. Перенесемся в Техас, США. В пещере неподалеку от реки Пекос найдены наскальные рисунки, которым около 4000 лет. Один из них, белая фреска шамана, выделяется. Это фигура человека в белой краске, окруженная странными символами, похожими на животных и звезды. Высота фигуры почти 4 метра. Археологи считают, что это изображение шамана племени. Возможно, во время ритуала с галлюциногенами местные растения, вроде пейота, могли использоваться для путешествий в иной мир. Символы вокруг могут быть картой звезд или видениями. Но вот загадка. Белая краска сохранилась лучше других цветов, хотя прошло столько времени. Почему? Некоторые исследователи предполагают, что это не просто рисунок, а послание или даже календарь. Другие видят в нем связь с мифами о звездных людях, которые спускались на Землю. Эта фреска как зеркало, отражающее верования древних, но мы до сих пор не знаем, что они хотели нам сказать. НЛО в Нью-Йорке. Представьте себе вечер в Нью-Йорке. Шумный мегаполис, яркие огни, люди спешат по делам. И вдруг в небе появляются светящиеся шары, которые выстраиваются в идеальную пирамиду. Это не сценарий фильма, а реальное событие, о котором заговорили в декабре 2020 года. Жители Бруклина и Манхэттена заметили странные объекты, зависшие над городом. Видео разлетелось по соцсетям, и начались споры, что это было. Очевидцы описывали шары как яркие пульсирующие огни, не похожие на самолеты или дроны. Они двигались синхронно, словно подчиняясь единому разуму, а потом внезапно исчезли. Некоторые говорили, что это был маркетинговый трюк или световое шоу, но официальных объяснений не последовало. ФАА, Федеральное управление авиации США, заявила, что не фиксировала ничего необычного в воздушном пространстве. А это странно, ведь Нью-Йорк – одно из самых контролируемых мест на планете. Теории, конечно, посыпались как из рога изобилия. Кто-то уверен, что это были настоящие НЛО, возможно, разведчики инопланетян, изучающих нашу цивилизацию. Другие вспомнили о секретных военных технологиях. Может, это тестировали новый тип беспилотников? Интересно, что подобные пирамидальные формации видели и раньше. Например, в 2019 году над Огайо и даже в архивах ВМС США, где моряки фиксировали неопознанные воздушные явления. А что, если это был не физический объект, а что-то вроде голограммы? Проект Blue Beam – конспирологическая теория о том, что правительства могут проецировать изображения в небе для манипуляции массами, всплывает в таких случаях. Но зачем устраивать шоу именно в Нью-Йорке? Это заставляет задуматься. Либо мы стоим на пороге раскрытия внеземной тайны, либо кто-то мастерски играет с нашим восприятием. Баварские норы гоблинов. Теперь отправимся в Баварию, Германия. В лесах и полях региона разбросаны сотни подземных туннелей, которые местные называют Шразель-Лёхер – норы гоблинов. Это узкие рукотворные проходы, вырезанные в песчанике, некоторые из которых уходят на десятки метров под землю. Их нашли еще в средние века, но точное время создания и назначения до сих пор неизвестны. Туннели маленькие. Взрослому человеку приходится ползти, чтобы пройти внутрь. Ученые предполагают, что их построили между X и XIII веками. Одна из версий – это были убежища от набегов или склады для еды. Но вот что странно. Многие туннели заканчиваются тупиками.
а в некоторых нашли следы копоти, как будто там жгли костры. Зачем прятаться в таком тесном месте без выхода? Местные легенды добавляют мистики. Говорят, что норы построили гоблины или подземные духи, чтобы красть людей или охранять сокровища. Есть и более экзотическая теория. Это остатки культовых сооружений древних кельтов или германских племен, где проводились тайные ритуалы. Археологи нашли в некоторых туннелях кости животных и керамику, но никаких сокровищ или следов постоянного жилья. Может, это были временные укрытия для монахов-отшельников? Или часть системы сигнализации, вроде подземных путей сообщения? Эти норы как загадка, которую хочется разгадать, но каждый ответ рождает новые вопросы. Они напоминают, что даже в знакомой Европе есть уголки, полные тайн. Антикитерский механизм. Теперь перенесемся в Грецию, к одному из самых удивительных артефактов в истории. В 1901 году у острова Антикитера водолазы подняли с затонувшего корабля странный объект – бронзовый механизм с шестеренками, похожий на часы. Ему около 2000 лет, и он считается первым в мире компьютером. Но для чего он был нужен? Исследования показали, что это астрономический калькулятор. С помощью сложной системы зубчатых колес он предсказывал движение Солнца, Луны, планет и даже затмения. Точность поражает. Механизм учитывал даже неравномерность орбиты Луны, что было известно лишь немногим астрономам того времени, вроде Гипарха. Корабль, на котором нашли устройство, затонул около 70-го года до нашей эры, а сам механизм, вероятно, создали еще раньше. Но вот загадка. Ничего подобного не находили ни в Греции, ни где-либо еще в древнем мире. Это как если бы кто-то изобрел смартфон в Средневековье, а потом технология исчезла на века. Кто его сделал? Ученые предполагают, что это могла быть работа мастеров с Родоса или Александрии, центров науки того времени. Интересно, что на механизме есть надписи, инструкции по использованию. Одна из них упоминает кольцо затмений, что намекает на сложные астрономические циклы. Некоторые даже считают, что это был не просто инструмент, а учебное пособие или даже предмет роскоши для элиты. Но почему таких устройств не стало больше? Может, знание было утеряно после падения Римской империи, а может, это был единичный шедевр гениального ума. Антикитерский механизм заставляет задуматься. А что, если древние были ближе к современной науке, чем мы думаем? Это как мост между прошлым и настоящим, который мы только начинаем понимать. Таинственные каменные диски в России. Теперь Россия. В 2010-х годах в Кемеровской области, на юге Сибири, нашли странные каменные диски диаметром от нескольких сантиметров до метра. Их возраст оценивают в миллионы лет, а состав озадачивает. В некоторых обнаружен вольфрам – металл, который в природе встречается редко и обычно ассоциируется с высокими технологиями. Эти находки связывают с так называемыми кыштымскими дисками, артефактами, о которых заговорили еще в 1990-х годах. Одни считают их природными образованиями вроде окаменевших отложений. Но есть нюанс. Вольфрам плавится при температуре выше 3000 градусов Цельсия, а такие условия в природе редкость. К тому же диски имеют слишком правильную форму, как будто их выточили. Конспирологи тут же предположили. Это детали инопланетных механизмов, упавших на Землю миллионы лет назад. Ученые осторожнее. Возможно, это следы древней вулканической активности или даже артефакты неизвестной цивилизации. Но как объяснить, что рядом с дисками находят окаменелости растений, которым тоже миллионы лет? Это как пазл, где кусочки не сходятся. Местные жители рассказывают о странных явлениях в этом районе, огнях в небе и необычных звуках. Может, это просто совпадение, а может, намек на что-то большее. Эти диски – как загадка из далекого прошлого, которая бросает вызов нашему пониманию истории. Храм Вирабхадра. Перенесемся в Индию, в штат Раджастхан. Храм Вирабхадра, построенный в X веке, славится своей парящей колонной. Из 72 столбов, поддерживающих крышу, один, кажется, не касается пола. Между ним и основанием можно просунуть лист бумаги. Это не иллюзия, туристы и исследователи проверяли это сотни раз. Как такое возможно? Архитекторы говорят, что это результат гениальной инженерии. Колонна висит на скрытых креплениях или балансирует благодаря точному распределению веса. Но местные верят в чудо. Якобы бог Вишну или сам Вирабхадра поднял ее, чтобы показать свою силу. Легенда гласит, что если колонну сдвинуть, храм рухнет.
Интересно, что подобные парящие элементы есть и в других индийских храмах, например, в Липакши. Может, это был секретный прием древних строителей, который мы потеряли? Или просто хитрость, чтобы поразить верующих? Этот храм – пример того, как искусство и вера переплетаются, оставляя нам вопросы без ответов. Подземный город в Турции. Снова Турция, но теперь регион Каппадокия. Здесь под землей скрывается целый город – Деринкую. Его нашли в 1960-х годах, и он поражает масштабами – до 20 уровней, уходящих на 85 метров вниз, с комнатами, туннелями, колодцами и даже церквями. Он мог вместить до 20 тысяч человек. Город датируют 8-7 веками до нашей эры, хотя некоторые уровни старше. Его строили хетты или фригийцы, а позже использовали ранние христиане, скрываясь от преследований. Там есть все для жизни – вентиляционные шахты, кухни, винодельни. Но вот что впечатляет. Входы закрывались огромными каменными дисками, которые можно было сдвинуть только изнутри. Это как древний бункер. Зачем такой размах? Возможно, это было убежище от войн или природных катастроф. Но есть гипотеза, что город строили для защиты от чего-то нечеловеческого. Легенд о подземных демонах в этих краях хватает. Деринкую, как машина времени, показывающая, на что способны люди ради выживания. Ранчо Скинуокер. Добро пожаловать в штат Юта, США, на территорию, известную как Ранчо Скинуокер. Это место площадью около 200 гектаров стало настоящей легендой благодаря аномальным явлениям. Здесь видели все. От НЛО и странных существ до необъяснимых огней и полтергейста. Название отсылает к мифам индейцев Навахо о скинуокерах, колдунах, способных принимать облик животных. История началась в 1990-х годах, когда семья фермеров купила ранчо и почти сразу столкнулась с жуткими событиями. Они рассказывали о гигантских волках, которых не брали пули, о светящихся шарах, парящих над полями, и о коровах, которые исчезали или находились разрезанными с хирургической точностью. В 1996 году ранчо купил миллиардер Роберт Бигелоу, основатель компании, связанной с изучением НЛО. Его команда ученых провела там годы, фиксируя аномалии, но результаты засекретили. Что делает это место особенным? Во-первых, география. Ранчо находится в бассейне Юинта, где, по слухам, есть подземные структуры или залежи, влияющие на электромагнитные поля. Во-вторых, показания очевидцев. Один из фермеров видел, как из портала в воздухе появился огромный зверь, похожий на гиену. Другие говорили о голосах, доносящихся из-под земли. Научное объяснение? Возможно, это галлюцинации из-за газа или радиации. Но как объяснить одинаковые истории от разных людей, включая военных, которые позже изучали ранчо? Некоторые считают, что здесь тонкая грань между измерениями, другие, что это следы инопланетной активности. Ранчо Скинуокер – как магнит для тех, кто ищет ответы, но пока оно только задает вопросы. Кратер Патом в Сибири. Теперь Россия, Иркутская область. В тайге спрятан Патомский кратер, конусообразное образование высотой 40 метров и диаметром около 180 метров. Его нашли в 1949 году геологи, и с тех пор он не дает покоя ученым. Местные называют его гнездо огненного орла и верят, что это место связано с духами. Кратер выглядит как маленький вулкан, но в этой части Сибири нет вулканической активности. Его возраст оценивают в 300-500 лет, хотя некоторые говорят, что он моложе. Внутри кольцевой вал из известняка, а вокруг поваленные деревья, как после взрыва. Первая мысль – метеорит. Но где обломки? Анализ показал, что это не типичный ударный кратер. Есть гипотеза, что Патом – результат подземного выброса газа, вроде метана, который взорвался и поднял породу. Но почему тогда форма такая симметричная? Другая версия – падение фрагмента Тунгусского метеорита 1908 года, хотя расстояние до эпицентра больше 700 километров. Интересно, что деревья вокруг кратера растут быстрее, чем в других местах, как будто что-то подпитывает их. Может, это излучение или неизвестный минерал. Местные жители избегают кратера, рассказывая о странных смертях животных и людей поблизости. Один геолог якобы умер от сердечного приступа, исследуя его. Это, конечно, может быть совпадением, но добавляет мистики. Патомский кратер – как природная головоломка, которая заставляет задуматься, что скрыто под поверхностью Земли. Следы динозавров в Великобритании. Перенесемся в Великобританию, на побережье Йоркшира.
Здесь, в скалах, сохранились отпечатки динозавров, которым около 165 миллионов лет. Это следы тероподов, хищников вроде тираннозавра и травоядных зауроподов с длинными шеями. Они отпечатались в мягкой грязи юрского периода, а потом застыли в камне. Что делает их особенными? Во-первых, сохранность. Видны даже когти и текстура кожи. Во-вторых, количество, сотни следов, как будто здесь была оживленная тропа динозавров. Ученые считают, что это было побережье Древнего моря, где животные искали еду или воду. Но есть нюанс. Некоторые следы пересекаются, как будто хищники гнались за добычей. Это как стоп-кадр из доисторической жизни. Интересно, что местные рыбаки находили эти отпечатки веками, но наука обратила внимание только в 20 веке. Один след даже оказался на куске скалы, упавшем на пляж после шторма. Его теперь хранят в музее. Это напоминает, что Земля была совсем другой, и мы ходим по следам гигантов, которые исчезли задолго до нас. А вдруг где-то есть еще не открытые отпечатки, которые перевернут наши знания о динозаврах? Голова Иоанна Крестителя. Теперь к реликвии, окутанной тайной и спорами. Голове Иоанна Крестителя. Согласно Библии, Иоанн был обезглавлен по приказу царя Ирода, и его голову поднесли на блюде царевне Соломея. Но где она сейчас? Несколько мест претендуют на то, что хранят эту святыню. В соборе Амьена во Франции есть череп, который, как утверждают, привезли крестоносцы в XIII веке. В Риме в церкви Сан-Сильвестро тоже хранится часть черепа, якобы подлинная. А в мечети Амиядов в Дамаске показывают гробницу с головой Иоанна. Там его чтут как пророка Яхью. Даже в Турции и Германии есть свои версии. Кто прав? Археологические доказательства скудны. Череп из Амьена датировали примерно I веком нашей эры, но точной идентификации нет. Историки говорят, что в средние века реликвии часто подделывали, чтобы привлечь паломников. Но вот что любопытно. Все эти головы окружены схожими легендами о чудесах, исцелениях, видениях. Может, это просто сила веры, а не подлинность? Эта загадка не только про археологию, но и про человеческую потребность в святынях. Что если настоящая голова давно потеряна, а эти черепа-то лишь символы? Или одна из них все-таки подлинная, и мы просто не можем ее найти среди копий? Доисторическая резня бизонов в Канаде. Перенесемся в Канаду, провинцию Альберта. Около 2500 лет назад здесь произошла массовая бойня бизонов. Археологи нашли бизоньи прыжки, обрывы, с которых индейцы загоняли стада, чтобы те разбились насмерть. Один из таких сайтов, Head Smashed in Buffalo Jump, хранит тысячи костей и орудий. Это была не просто охота, а целая система. Племена Каева и Черноногих использовали загоны из камней и веток, чтобы направить животных к краю. Потом они добивали выживших копьями и разделывали туши. На одном участке нашли останки сотен бизонов, убитых за раз. Это впечатляет. Представьте координацию десятков людей, работающих как единый механизм. Но вот загадка. Зачем убивать столько? Анализ показал, что часть мяса не использовали. Оно просто гнило. Может, это был ритуал, чтобы умилостивить духов? Или способ показать силу племени? Интересно, что рядом нашли наскальные рисунки с изображением охоты, как будто это событие хотели запечатлеть на века. Это резня, как зеркало жизни древних охотников. Они зависели от бизонов, но, возможно, иногда переходили грань, уничтожая больше, чем нужно. Это заставляет задуматься о балансе между человеком и природой, который мы нарушаем и сегодня. Дом ужасов на острове Джерси. Завершим наш список мрачной тайной. На острове Джерси в Великобритании стоит бывший приют Хотовелл, который в 2008 году стал местом жуткого открытия. После жалоб бывших воспитанников полиция начала раскопки и нашла кости, зубы и улики, указывающие на жестокое обращение с детьми в 20 веке. С 1940-х по 1980-е годы здесь содержали сирот и трудных подростков. Рассказы выживших леденят кровь. Их били, морили голодом, держали в одиночных камерах. В подвале нашли яму наказания. Крошечную комнату, где детей запирали на дни. Среди находок более 40 детских зубов, вырванных без анестезии, и следы крови на стенах. Сначала полиция подозревала массовые убийства, но позже выяснилось, что кости старые, возможно, из заброшенного кладбища при приюте. Однако это не отменяет ужасы, которые там творились. Местные жители говорят, что здание проклято. Там слышат шаги и детский плач даже после того, как его закрыли. Почему это скрывали так долго?
Документы показывают, что власти знали о жестокости, но молчали. Это не просто археологическая тайна, а история о человеческой тьме. Хотовел как напоминание, что самые страшные загадки иногда прячутся не в прошлом, а в нашем нежелании видеть правду. Вот и все, друзья. Мы прошлись по десяткам тайн, от древних артефактов до современных аномалий. Каждая из них заставляет задуматься, как много мы еще не знаем о мире, о себе, о прошлом. Что вы думаете об этих историях? Пишите в комментариях, делитесь своими теориями. Давайте размышлять вместе. Если вам понравилось, не забудьте поставить лайк и подписаться. Впереди нас ждет еще больше загадок. До встречи!